Мика. Мика. Привет, красотка. Здрасте всем, меня зовут Олег Новиков, и сегодня у нас очень важная миссия. Нам надо перевести собаку с одного дома в другой. Эта собака, она не приютская, она не жила в приюте. Она живет у бабушки с дедушкой. Собаку зовут Мика, это лабрадор, ей 7,5 лет. История этой собаки такая: из-за того, что люди не могут выгуливать ее, гулять с ней на улице, из-за того, что у них проблемы со здоровьем, просто они очень старенькие. И собака закрыта все время дома. У них есть свой двор, но она убегает, они боятся, что она попадет под машину. В конце концов, все, что они могли сделать, они привязали собаку во дворе, но, естественно, где-то почти год собака сидит на привязи. Поэтому они обратились, сказали, что они не могут, и попросили пристроить собаку в приют. Но так получилось, что приютские ребята, хозяйка приюта нашла новых хозяев. Цель была такая, чтобы не привозить собаку в приют, чтобы с дома перевезти в дом. В общем, сейчас мы едем к бабушке с дедушкой, забираем собаку и везем ее в новый дом. По дороге нам надо заехать еще назад в приют для того, чтобы сделать прививку, и потом отвезем ее к новым хозяевам. Ну, вот такая вот у нас сегодня цель. Мика, Мика. Ой, привет. Давай, ух ты, ой, нифига себе. Ой, ты маленький. Ложись здесь. Все, ложись тут. Опа. Мика, ты молодец, но только ты сиди, хорошо? Сядь здесь. Садись. Ну, или ложись. Ой. Ой. Как доктор. В таких условиях. Сейчас из-за того, что карантин, у нас могут по дорогам ездить только те, у кого есть специальное разрешение. У меня есть такое разрешение, потому что я работаю с определенными структурами. Поэтому, а так, можно только выходить с собакой около дома или ходить в магазин. И вот мы уже сюда ехали, нас уже остановили, проверили. Но так как есть разрешение, нас пропустили. Да, Мика? Все. А сейчас мы едем дальше. Фишка. Все, поехали. Все, сиди. Да, сиди. Тихо. Камера здесь. Все, садись. Эти самые, не поздороваться, не обняться, это называется. Давай, Мика, пошли. Ой, давай, спал. Ну, злазь. Ну, давай, ух ты, моя красотка. Сиди, все, здоровая ты такая, слониха маленькая. Все, сиди.
Все будет хорошо. Едем домой, в новый дом. Да? Ой, блин, ох, житуха. Сделали мы прививку, та, которая называется трехвалентная. Взяли все бумажки, все документы. И сейчас мы везем Мику в новый дом. Да, красотка? Мику, думаю, Мика. Все. Как это называется? Приданное, да? Не с пустыми руками, с приданным. Мы привезли собаку в новый дом, собака была очень довольна, и новые хозяева тоже. Но у этой истории есть продолжение. Все закончилось не так, как должно было закончиться. По дороге обратно мы написали сообщение начальнице приюта о том, что собака в новом доме и что с ней все хорошо. Она просила фотографии, я сказал, как только мы доберемся домой, я вытащу фотографии из фотоаппарата и перешлю ей. По дороге нас 2 раза останавливала полиция, разбирались, куда мы едем и зачем, потому что, в принципе, в это время уже нельзя было ездить, но обошлись без штрафов. Вернулись домой, очень уставшие, но очень довольные. Я выгрузил фотографии из фотоаппарата и переслал ей. И буквально где-то через час, наверное, она пересылает мне сообщение новых хозяев, в котором написано, что они не хотят оставить собаку себе, они не хотят ее, они хотят вернуть ее назад в приют. Я не пытаюсь сейчас разобраться, из-за чего это, в чем причина, но, в общем, настроение моментально сразу пропало, потому что все, что делали ребята из приюта, которые договаривались со старым хозяином, которые договаривались с ней же, с новой хозяйкой, мы везли собаку туда, все это было сделано для того, чтобы собаку не везти в приют, чтобы не везти ее в клетку, чтобы можно было с одного дома перевести в другой. И так получалось, что все, что мы делали, ничего не получалось. Мы в этот же день сделали объявление о том, что собака ищет новый дом, и выставили ее в интернет. Забегая вперед, хочу сказать, что собака в приюте была всего лишь 1 день. Ее на следующий день забрала очень хорошая семья, и собаке очень повезло. И, может быть, даже хорошо, что так случилось, потому что она попала к очень хорошим людям. Поэтому, как говорится, нет худа без добра. В общем, история закончилась хорошо. Что я еще хотел сказать? Та ситуация, в которой мы сейчас находимся, люди, да и животные, она очень непростая. Я надеюсь, что мы выйдем из этой ситуации как можно быстрее. И самое главное, я надеюсь, что мы выйдем из этой ситуации с другим пониманием нашей жизни, потому что мне кажется, что мы до сегодняшнего дня неправильно расставляли приоритеты. Мы неправильно выставляли, что нам важно, а что нет. И я очень надеюсь, что большинство людей, когда закончится все, и люди будут думать по-другому и относиться к животным по-другому. Поэтому все, вот так закончилась эта история. Поэтому Мика в новом доме, с ней все хорошо. Я очень прошу вас, берегите себя. Будьте добрее настолько, насколько это возможно. А на сегодня все. Удачи всем. Всем пока.